Всем привет! 13 мая 23 года. Заморозки, точнее даже морозы, можно сказать, закончились. Давайте посмотрим, что осталось у нас от винограда после этих всех катаклизмов. Сейчас я немножко приоткрыл виноград, посмотрел. В принципе, есть выпады, но не критично, потому что в прошлый раз вроде бы как-то совсем выглядело все печально, но тут даже еще будет из чего выбирать. Выломка еще нам предстоит. Сейчас я пока не раскрываю, хотя может быть уже и надо было бы, но еще недельку, наверное, подержу. Как правило, у нас до 20 мая заморозки, но вроде по прогнозам не обещают. Вот сейчас я пока проливаю немножко воды в корни, потому что под укрытием суховатенько все-таки. Немного влаги дам, чтобы старт хороший был. А там будет видно. Но, скорее всего, на следующей неделе я это дело уже полностью раскрою. Прогнозу погоды, верю примерно 50 на 50. Хотелось бы верить, что все-таки будет уже нормальная полноценная весна и переходящая в лето. В общем, сейчас немножко я виноград дам ему влаги. И на следующей неделе я уже это дело, наверное, начну раскрывать. И, возможно, даже буду обломку проводить. И обязательно надо будет обработать, когда уже там 5 листьев появится, я сделаю обработку от антракноза. Потому что после такого укрытия, как правило, потом появляется антракноз. Увидите, там такие черненькие точечки. Возможно, будут края немножечко деформированные. В общем, такие как ожоги черноватые. Это антракноз. Как правило, он после такого укрытия он будет практически, у меня он каждый год, поэтому я обрабатываю медь-содержащими препаратами. Мне больше всего доступен и нравится это Ардан. В этом же ряду, в таких же условиях, Юпитер. У него дела немножко, я смотрю, похуже. Все в этом ряду такие же условия, все один в один. Но у него как-то дела немножко попечальнее. Вот здесь особенно, кстати. В общем, самая середина. И говорили по поводу, что угол острый. В принципе, у меня каждый год я так шалашом делаю с таким, скажем, буквой L. Что поделаешь. В общем, нежданно-негаданно. Не часто бывает. Первый раз с таким сталкиваюсь, и не я один. В общем, я думаю, в любом случае, обломку нам природа сама сделала. Поэтому нам придется меньше обламывать. Я думаю, на урожай я все равно натяну. Перед поливом, конечно же, я прорыхлю, чтобы меньше травы было и чтобы влага лучше проникала в корни. Все-таки в районе корней немножко будет влажности побольше. Поэтому лучше так, чем совсем никак. В общем, на следующей неделе, скорее всего, когда я все это дело открою, я думаю, побеги тут уже повыше будут, 3-5. Тут уже 3 точно есть, до 5 листиков. Я обработаю все-таки Арданом, добавлю антистрессовый препарат. И, в принципе, клещей. У кого есть клещи, можете от клещей там фуфанон, актелик, в общем, что-нибудь такое, если вдруг появится. Если нет, то, может быть, в принципе, и не надо, у кого нет такого вредителя. А основная обработка будет, в принципе, перед цветением. Как правило, я всегда обрабатываю перед цветением, после цветения и перед смыканием гроздей. Но последние годы я делаю еще такую обработку от антракноза. В общем, скажем, стандартные 3 обработки это обязательные, а остальные там дополнительные это уже у кого как пойдет. Я делаю, как правило, примерно 5-6 обработок. В принципе, почему Юпитер побило, понятно. Тут, получается, пленки не хватило. Такая дырка образовалась. В общем, из-за этого здесь и подмерзла. Где была нормальная пленка, плюс к спанбонду, то здесь все нормально. Вот здесь двойное укрытие, смотрите. Это мускат-блау. И здесь вообще песня. Нет, не песня. Смотрите. В принципе, вы видите, я все честно показываю. Не то, что там, ой, какая у меня красота. А у остальных у всех косяки. Ничего подобного. Косяки бывают у всех. Поэтому что вижу, то и пою, как говорится. Здесь хорошо, здесь подмерзло. Здесь хорошо. В общем, здесь более-менее. В любом случае выбрать будет из чего. Поэтому укрытие по-любому надо будет двойное, как ни крути. Да, согласен, надо немножечко шалаш пошире, чтобы тепло лучше шло от земли. И по-любому двойное, одинарное, никак не поможет. И если будет возможность от спанбонда до пленки сделать какую-то воздушную прослойку расстояния, это будет еще лучше. Это в комментариях правильно отметили, что такое
укрытие гораздо будет эффективнее, чем просто 1 на 1 пленка испан. Ну, в общем, как получается, так получается. В любом случае, ветром его бьет. Кто находится на участке постоянно, ему, конечно, проще. Может где-то поправить в течение недели. Ну, я только по выходным бываю здесь. В общем, виноград не вымерз, судя по комментариям, у тех, кто его вообще не выращивает. Ну, либо у тех, кто закапывал лозу в землю и ее выкопал буквально 9 мая. Вот у тех не попало под заморозок. У остальных попало. Вопрос в другом, насколько он был сильный. Точнее, даже не заморозок. У нас местами просто тупо морозы прошли. До 7-8, у кого-то до 9 градусов. Это уже не заморозок, это морозы, которые были всю ночь, а не под утро, там буквально на пару часов. В общем, кого накрыло, того накрыло. Независимо от того, какое было укрытие. Как бы там чего не хвалили. Да, многие там хвалят именно траншеи. В общем, в комментариях писали, что там у кого траншеи замечательно, все. Но некоторые писали, что в траншеях тоже вымерзло. Поэтому, видимо, у кого-то в траншее, но заморозок был слабенький, а у кого-то прихватило. Но опять же, зависит, наверное, еще какая траншея. Ну, дело такое. В общем, все равно каждый выбирает сам, как ему укрывать, когда раскрывать и так далее. Спасибо, что пишете комментарии. В любом случае у нас тут такое образовалось прям сообщество. Мы друг другу даем какие-то советы, рекомендации, обмениваемся опытом. Это очень хорошо. Причем у всех как бы и возможности, условия разные, но каждый может чем-то своим поделиться. Поэтому молодцы. Последнее видео было там очень активная переписка. И я думаю, если вы перейдете, в принципе, вот здесь оставлю ссылочку, увидите, можете перейти, кто не видел. Можете, кто видел, тоже можете еще раз зайти, почитать, потому что там за сутки очень много комментариев накидали. И, кстати, очень хороший комментарий, что, в принципе, после укрытия, конечно, чем позже раскрыть, тем лучше, если есть такая возможность. Но совсем с земли поднимать, для меня, например, не очень удобно, когда с земли поднимаешь поздно, и там побеги высокие, все в траве, и все это ломается. Ну, не знаю, это опять же, пускай каждый сам себе выбирает, это дело такое. Ничего тут даже не могу сказать и посоветовать. Подняли, подвязали. Сроки вы уже решайте сами, потому что у всех регионы и условия, у всех все разное. Но хорошая рекомендация, что под укрытием можно поставить воду, точнее даже лучше всего баклажки с водой, там 1,5-литровые бутылки с водой. Вода натягивает на себя, тянет эти заморозки и в принципе защищает лозу. В принципе, я этот способ знал, но как-то никогда не сталкивался, что у меня проблем не было, поэтому вот сейчас уже призадумался, что можно будет попозже все-таки раскрыть и положить какие-то поперек вот такие вот бутылки, подбутылки, полторачки с водой. И, в принципе, в любом случае это будет еще дополнительная перестраховка, так сказать, от заморозков. Но опять же, повторюсь, такие морозы, но я не помню, чтобы такие были сильные морозы. Они были длительные. Всю ночь и приличные такие морозы. В общем, в любом случае я показал как бы все как есть. Некоторые считают, что у кого-то вообще идеально. Но опять же повторюсь, у кого идеально, скорее всего, либо не было таких морозов, либо он что-то не договаривает. Потому что многие любят показать именно картинку красивую. У меня все хорошо, замечательно. Посмотрите, какой у меня классный виноград. Но кто меня давно смотрит и знает, я такой псих, что я в принципе, что вижу, то и показал. Есть косяк. Мой косяк, я его признаю, нет косяка, ну, значит нет. В общем, в любом случае, что видно, то видно. Я мог показать, вот, смотрите, вот мое укрытие, вот у меня, скажем, двойное укрытие. И ничего не повредилось, у меня все замечательно, смотрите, красота. У кого заморозки прихватили, тот лошара, а у меня все замечательно. Ну, так же не бывает. Видите, в общем, вот здесь у меня хорошо. Там не очень хорошо. И показал все как есть. Это, кстати, Аркадия. Вот эти побежки, они были как бы, мне казалось, приморожены. Такие у них оливковый цвет какой-то стал. Я думал, им хана. Нет, зелененькие нормальные. Восстановились, ожили. Все хорошо. Условия, укрытие, все один в один, как и везде. Ну вот рекомендация от самих подписчиков. Я, в принципе, себе распечатал сносочку такую, выписал ваши комментарии. Я уверен, что не все их читали, не все читают комментарии, не все, в принципе, видели, потому что кто-то в начале ролика смотрел, когда он только вышел, кто-то в конце смотрел, но в итоге за
пару суток тут много очень чего комментариев накидали. И в принципе многие из них повторялись, поэтому я повторяться не буду. Как есть, так есть. Многие рекомендуют укрытие более широким делать. Поэтому прихватило, что узкое укрытие, получается острый угол. Малая площадь земли была захвачена, потому что все-таки тепло идет от земли. Посередине прихватило при открытых торцах, теплый воздух от земли медленно выходил наружу, а серединка дала свое тепло на окраины. Вот ее и прихватило. Витебская область, в южном пристенке, кирпич 15 метров, поднятый и подвязанный с побегами до 5 сантиметров, Магдальский и Белый Киевский, колосица не укрытый. В мае как будто и не было мороза. И так каждую весну без укрытия. Ну, стена, да, стена сохраняет, особенно стена, если кирпичная. Она довольно долго держит тепло, поэтому вполне, может быть, до утра и хватило. Так, еще пишут, может, в середине конденсат выступил на побегах, вот по сырости и прихватило, а по краям его ветерком подсушило, вот поэтому края более живые остались. Конденсат был, конечно, но многие вообще обрабатывают при заморозках, полностью обрабатывают водой. Поэтому тут ничего не могу сказать, как бы в этом плане у меня опыта как бы так себе. Я обычно под укрытие еще ставлю баклажки и бутылки с водой. Вот, кстати, мне нравится этот комментарий. За день они не нагреваются и хоть какая поддержка лозы. Выскажу еще предположение, что по форме укрытия, пожалуй, слишком острый угол и поэтому малая площадь земли покрывается. А ведь именно это накопленное тепло не позволяет морозу шалить. И я стараюсь как можно шире закрывать. Вот, кстати, полезная информация. Так, ну опять пишут про воду. Воду в бутылке наливайте, под каждый побег ставьте. У нас в Сибири только это и спасает. Вот сибиряки пишут. Челябинск. Те, что привязала перед заморозками, отвязала и бросила в траншею, укрыла все целое. Конечно, что-то поломала при подвязке. Так, тоже заметил, где были дырки в спане, побеги целые, а в центре побили. Думаю, это из-за того, что мороз именно длительный. Потихоньку выдавливал теплый воздух из шалашика. Потом потихоньку выходит в дырки и торцы. Поэтому так, ну, это мое мнение. Ну, вполне, да, возможно. Так, ничего не прихватило, правда, и виноградника пока нет. Вот самый отличный комментарий. Нет винограда, нет проблем. Лозы лежат на земле, зимний дарнит не убирали, сверху накрыли пленкой. Все живое. Выращиваю в траншее глубиной 20 см, сверху вспененный полиэтилен 5 мм, не поднимаю до 15 мая. На укрытие двух траншей до 30 метров уходит 15 минут. Минус 6 в этом году пережил просто на ура. Так, есть подозрение, что примораживает посередине укрытия от того, что там образуется точка росы. Появляется роса и далее вода кристаллизуется. Советую укладывать под лозой, полторашкой с водой. Ну, в общем, бинго. Большинство рекомендует баклажки с водой. В принципе, да, наверное, правильно. Надо будет в следующий раз, ну, во-первых, максимально поздно раскрывать, ну, и все-таки баклажки с водой надо ставить. Я как бы об этом знал, слышал, но не было проблем, поэтому я этого и не делал. Но сейчас уже, наверное, в следующем году я уже, наверное, буду как бы подзапасусь за зиму какими-то там баклажками и буду уже обкладывать, чтобы немножечко как-то аккумулировало это и тепло, и сбивало морозы. Пишите комментарий, какой у вас сейчас результат, много ли вымерзло, много ли осталось. Все, народ, всем удачи, пока.